Привет всем! В преддверии Нового года и Рождества я предлагаю вам сделать пуансеттию или рождественскую звезду, которая уже давно стала неизменным атрибутом новогодних рождественских праздников, так как распускается она именно в декабре. В природе пуансеттия бывает разных ярких цветов. Мы же сделаем фантазийный цветок, который легко можно превратить в брошку, заколку. Он может украсить новогодний ободок или стать частью рождественского венка, композиции на стол, или же даже украсить новогоднюю елку. Делать пуансеттию мы будем из фоамирана, еще его называют ревелюр или пластичная замша. Это очень приятный на ощупь материал, с которым интересно и просто работать. Вырезаем из картона шаблоны лепестков и листьев. Их можно скачать на моем сайте tavifa.com, ссылка в описании под видео. Для того, чтобы обвести шаблон на фоамиране, карандаш не подходит, так как он будет пачкать его и размазываться. Удобно использовать деревянную шпажку или тонкую спицу, которая не будет пачкать фон, но будет оставлять на нем продавленные отметины. Для того, чтобы было удобно ее держать, можно поместить ее в старую ручку без пасты. Сломав кончик, и пользуясь как ручкой. Нам понадобится листьев по 5 штук и лепестков 3 штуки, 2 и 2. Обводим их и вырезаем. Для того, чтобы придать лепесткам и листьям реалистичный вид, нужно сделать на них прожилки, как на настоящих. Существуют специальные акриловые молды, с помощью которых можно придать форму фоамирану, но если их под рукой нет, можно использовать обычный сухой лист. Если же вы не запаслись сухими листами с осени, вы можете использовать лавровый лист. Важно, чтобы в листе было хорошо и отчетливо видно прожилки, и они были объемными на ощупь. Нам нужна обратная сторона листа. Прикладываем заготовку к листу так, чтобы центральная жилка листа проходила точно посередине заготовки. Накрываем салфеткой и прижимаем средне разогретым утюгом на несколько секунд, проглаживая. Убираем утюг и прижимаем пальцами. Так мы придадим лепестку нужную форму и отпечатаем жилки. Жилки отпечатались, и можно немного придать ему еще форму, слегка растягивая. Фоамиран запоминает форму после остывания. Так поступаем со всеми лепестками. У моей пуансеттии будет серединка из красных и золотых камней, потому я подкрашу жилки красной краской. Я использую краску фирмы Маймери Polycolor. Разбавляем краску водой до получения нежного прозрачного цвета и тонкой кистью прорисовываем от серединки листа к внешнему краю. Прорисовываем жилки на всех лепестках. Для каждого лепестка делаем литоны из тонкой проволоки, обернутой белой флористической лентой. От теплоты рук клей, нанесенный на тейп-ленту, активизируется. Прикладываем проволоку на тейп-ленту и закручиваем ленту на проволоке. Делаем такие литоны для всех лепестков. Приклеиваем лепестки на литоны с помощью суперклея. Он клеит лучше всего. Подклеиваем края нижней части лепестка. Для того, чтобы наши лепестки по-праздничному засияли, покроем их глиттером.
Для того, чтобы закрепить глиттер на лепестке, сначала покроем верхнюю его часть клеем. Можно использовать клей ПВА, но со временем он может пожелтеть, поэтому я использую клей Mod Podge матовый. Наносим клей губкой. Набираем глиттер на сухую кисть и посыпаем лепесток. Стряхиваем лишнее. И вот наш лепесточек засиял. Поступаем так со всеми лепестками и даем полностью просохнуть. Пока лепестки подсыхают, займемся серединкой. В этом цветке она сделана из хрустальных бусин разного диаметра и разного оттенка и декоративных тычинок, которые можно купить в магазинах для творчества. Можно взять вот такой готовый букетик тычинок, и уже будет красивая серединка. Можно скомбинировать несколько цветов и фактур вместе, можно добавить камни, все зависит только от вашей фантазии. Я использую медную бижутерную проволоку желтого цвета с сечением 0,3 мм. Нанизываем бусину на проволоку, перекрещиваем под бусиной и прокручиваем бусину . У нас получилась бусинка на ножке. Теперь на ту же проволоку нанизываем 3 разные бусины. Сгибаем проволоку так, чтобы бусины оказались почти на той же высоте, что и наша готовая бусинка. И снова скручиваем проволоку, прочно закрепляя бусинки. Снова сгибаем проволоку, чтобы бусины оказались примерно на одной высоте. И скручиваем. Свободные концы проволоки скручиваем между собой. Делаем несколько таких веточек. Получилось 4 веточки, которые нужно соединить между собой. И серединка и лепестки готовы, приступаем к сборке. Закрепляем тейп-ленту на проволоке, сделав пару оборотов вокруг нее. 2 самых маленьких лепестка крепим недалеко друг от друга. Лепестки меньшего размера крепим ниже самых маленьких по кругу. Каждый следующий ряд крепим чуть ниже предыдущего и так, чтобы верхние лепестки не перекрывали нижние. Пуансеттия готова украсить собой праздник, а вам я желаю, чтобы праздничное настроение не покидало вас круглый год. Пока!